Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. В этом видео хочу ответить на вопросы наших зрителей. Можно ли сейчас в сентябре провести посев семян огурцов для выращивания на получение молодого урожая? Двухоборотное выращивание. Вот огурцы, которые мы выращиваем в своей теплице, мы их высаживали в апреле месяце. Сейчас сентябрь, и выращивание их продолжается уже 6-й месяц. За это время растения состарились, поражена корневая система, развитие замедляется, период вегетации заканчивается для них. Естественно, различные болезни встречались, вредители, такие как паутинный клещ. Все это приходит со временем. В самом начале, когда выросла рассада и пошло развитие молодого куста, это самое интенсивное плодоношение. Со временем замедляется и имеем то, что имеем. Но дело в том, что в супермаркете начали появляться огурцы второго оборота. Более предприимчивые огородники, фермеры, они выращивают на второй оборот. Вот не держат по 6 месяцев, не выращивают по 6 месяцев, как мы на даче на своей, а после интенсивного плодоношения они выдирают первый оборот и высаживают молодую рассаду. Друзья, вот я вам хочу сказать, что сейчас в сентябре уже очень поздно проводить посев семян огурцов на рассаду. Сейчас в сентябре нужно уже собирать урожай. Для того, чтобы в сентябре собирать урожай, посев семян нужно было проводить в конце июля. Так и делают, так и поступают. И мы в свое время тоже так поступали, имея 2 полноценных оборота. И посеяв в конце июля, мы в конце августа начинали уже собирать первые огурчики. Полностью интенсивное плодоношение в сентябре мы получали, вот просто увешанные плодами растения. В октябре уже немножечко начинало уменьшаться количество плодов. Ну и в ноябре это уже редко-редко. Почему? Потому что многое зависит еще от условий выращивания. У разных людей они могут быть разными. У нас теплица, во-первых, без отопления, без подземного отопления. А для огурцов самое главное, чтобы корневая система была в тепле. Если она застынет в холодной почве, а ведь с каждым днем в осеннее время становится прохладнее не только на улице, но и в почве. Корневая система приостанавливается в своем развитии, перестает работать, поставлять элементы питания в листостеблевую массу, и вот эти молодые растения, которые отплодоносили всего месяц, им бы еще плодоносить и плодоносить, радовать нас, они начинают болеть, потому что это болезни физиологические от неподходящих условий выращивания, такие как температурные режимы, световые режимы. Если вы не будете дополнительно подсвечивать в ноябре месяце, то понятное дело, что огурцу, светолюбимому растению, не будет хватать солнечной энергии, и в листу будут неполноценно проходить процессы фотосинтеза, а это органическое вещество, оно не накопится и не будет увеличиваться плод. Все. Так что вот, если коротко так сказать, когда нужно было провести посев семян огурца на рассаду, чтобы сентябрь, октябрь, ну и частично еще ноябрь получать хороший урожай молодых, красивых плодов. Естественно, это выгодно. Но это недолговременно. День сокращается, огурцу не хватает света, и все. Все останавливается, какую бы температуру вы не проводили. И к тому же температура за бортом теплицы, условно говоря, понижается. В теплице повышенная влажность, ведь растения взрослые, и теплицу нужно проветривать. Если открываем на проветривание, то охлаждается воздух и застывает наземная часть огурца. Охлаждается, потому что уже, понятное дело, в конце октября, в ноябре холодно. Вот и стараются огородники, которые выращивают на второй оборот, поменьше проводить проветривание. Но это другая сторона медали, такая, что повышенная влажность в теплице и
возникают гнили, разные гнили на растениях. Они начинают перегнивать стебли, начинают загнивать корневые системы, листья гниют, ну и все такое прочее сопровождает все это дело. Полноценно проветривать не можем, все начинает гнить. Начинаем полноценно проветривать, чтобы не гнило, мы остужаем теплицу. Когда мы выращивали вот в такое позднее время, мы во время проветривания не переставали подтапливать. Но тут нужно считать, какое топливо, с какой интенсивностью вы его будете сжигать, сколько это будет вам стоить, и потом уже вот так вот рассчитывать, сколько урожая соберете и сколько потратите на выращивание вот этого собранного урожая. И когда мы просчитывали, исходя из наших условий выращивания, то там овчинка, как говорится, выделки не стоила. Поэтому позднее осеннее время, дополнительно подтапливая, вообще смысл выращивать огурцы теряется. Может быть, в Турции где-то, в Египте это выгодно делать, где день не так резко сокращается, где температура повыше, там это выгодно. У нас, вот и Киевская область, например, у нас это делать практически невыгодно. Вот что хотел рассказать в этом видео. Спасибо за внимание. На следующий год, если у вас есть такое желание получить полноценный урожай огурцов в осеннее время, то сейте семена в середине, в конце июля. И вторую половину августа, сентябрь-октябрь вы будете обеспечены молодым, свежим, красивым, ходовым на рынке огурцом. И на этом можно неплохо подзаработать. Вот что хотел сказать. Спасибо еще раз. До свидания, до новых встреч.